нас в гостях художній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський. Доброго ранку. Доброго ранку. Володимире. Привіт, ребята. Ну, власне, сьогодні виходить вже стрічка «8 кращих побачень», і, ну, от, і ви автор вас идей. приглашаем. Обязательно придем. Вот вы и автор идей, и продюсер, и актер. Ну вот это как? И сценарий на ходу меняли, и режиссеры контролировали. У нас в Ньюзруме пошутили, что вы как и швец, и жнец, и на дуде, и грец. То есть это так и было? Ну, к сожалению, пока на дуде я еще не умею упражняться. Ну как, мы на самом деле снимаем картины одной и той же командой. Я один из авторов идеи, у нас одна и та же сценарная группа, один и тот же режиссер, в общем, меняются иногда актеры, как вы видите, в общем, в кадре, а вся банда, в общем, наша одна и та же. Такая она вот у нас банду показывают, кстати интернациональная. говоря, да? Вот банду она. показывали и показывают банду, да, в этот раз у Жеки большая роль, так он в эпизодах раньше появлялся. Да. Да, ну в этой картине у него такая, в общем, серьезная очень роль, большая, классная, очень комичная. Но он нам открылся и раскрылся, и я безумно этому рад. Ну, собственно говоря, вот про новых актеров Вера Брежнева сыграла. Вот она у нас была в гостях, немножко рассказала о этой картине. У нас есть синхронный, давайте Да? послушаем. Да, версия Это очень Веры важно Брежневой. послушать, может, гадость рассказал, так я сейчас про нее расскажу. Давайте, спойлер будет. Да. И Поцелуи статусу, были да. в фильме? Ну, были. Вы меня сейчас Знаете, зрители всегда интересуют, потому что... Вот, Да, мы целовались по-настоящему. Я это не спрашивал, кстати. Я не Нет, ты спрашивал, ты спросил. ответила. Ты Хорошо. спросил. Они целовались! Вот такая бурная реакция. Ну, в принципе, Да, профессионалы. у нее, я просто не знал, что Вера до этого не целовалась с мужчинами. Это для меня что-то новенькое. Но раз она, в общем, так реагирует. Да, слушайте, это, в общем, я честно, ну, я не знаю, может, я кого-то расстрою, но это не самый главный момент в этом фильме. То Но есть там мне есть кажется, что не посмотреть. самый главный, но в какой-то мере кульминационный. Володь, расскажи вот об ощущениях от техники. Мне кажется, Это что... просто тот момент, который Верке не нужно было учить, скажем так. Ну да, в том-то... Все остальное надо как-то репетировать, там что, а тут бац, и в этом Володь, в смысле том-то и дело. импровизировать, да. Может быть, женщине-актрисе это и легче, она через себя это пропускает. А как тебе? Ты готовился к этому поцелую? Ну вот вы знаете, вы друзья, понятно, с Верой Брежневой. Но тем не менее, есть кадр, есть команда режиссера, мотор, и тут поцелуй впереди. Ощущения. Ты женатый человек? Мокрые ощущения, вы это имеете в виду? Ну, например, Какие? мокрый, окей, да, что... Я женатый человек, конечно, Сколько но дублей было? это Дублей сколько было? один был дубль, все понимали, что, конечно, Вера говорила, еще, но я человек женатый, и я знаю себе цену, понимаете, я не могу, что значит еще, в очередь, да, я шучу, конечно, но, послушайте, на самом деле, это такой внутренний, это роль. Ты играешь этого человека. Естественно, тебе очень сложно понять, как это делать, потому что ты, в общем, ну, как бы, там, женатый. И дети смотрят. И дети же мои смотрят, и, в общем, но это очень короткий момент. Конечно, если мы собрались именно это с вами обсудить, тогда, конечно, приходите, 1,5 часа мы с Брежневой только этим и занимаемся, об этом кино. Вот, а если, в общем, там... В общем, о другом. Ну, в общем- очень интересует, вот вы участвуете в подборе актеров? Ну, И за вами вот последнее слово, утверждение? И за нет. какими критериями вы их Я вам выбираете? скажу, то есть, опять же, у нас та же команда, я с этого начинал, и мы с режиссером, конечно же, обсуждаем, потому что, на самом деле, центральная пара, он и она, он это я, да, а она, эта центральная пара должна быть понятной, должна быть сыгранной, потому что кино снимается достаточно быстро, это коммерческое предприятие, как бы то ни было, и надо успевать в 30 дней, и она должна быть быстрым, понятным, профессиональным человеком, которого люди любят и хотят идти в кино на этого человека. Вот. И, то есть сыгранность и подходить, человек должен по сценарию подходить на эту роль. Это же очень важно. Володь, 8 Да. свиданий. А ты помнишь свое первое свидание в жизни? И кто эта девочка? Это моя жена. Правда? Боже, как Конечно. здорово. Да, она, во-первых, смотрит сейчас 1+1. Издеваетесь, хотите, чтобы я что-то другое сказал. Все мои лучшие свидания, все, их было действительно 8. Да, первых. Все женой? были с моей женой, да. Класс. Я с ней встречался просто 8 лет.
до женитьбы. Это правда. мы знаем, да. Да, очень долго, в общем, это и он, поэтому у нас все эти... Вот бывает же 8 свиданий, 8 лет, да? Лет свиданий. 8 лет свиданий. отсидел я И вот, на лавочке, у понимаете, подъезда любовь ждал. существует. Зеленский подтверждает. Да, любовь, мало того. Я считаю, что существует только любовь. А уже вокруг нее, в общем, все остальное. Ну вот, собственно говоря, вот зрители очень интересуются, всегда им очень интересно общаться с звездой, читать новые интервью, и, конечно, сейчас все интегрировались в интернет, в соцсетях, вот, и Вот не мы все. нашли... Я, допустим, очень... А вот, А кстати... я очень, кстати, спокойно к этому А вот, отношусь. кстати, сейчас мы вот спросим про спокойно. Вот мы нашли аккаунт Владимира Зеленского в Фейсбуке, Да. сейчас мы Вот его он. видим. Это правда ты пишешь? А что там написано? Ну вот, Помогите, в подожди конце секундочку. написано. Ну, аватарку ты узнал хотя бы? Это ты? Аватарку я уже узнал. сделал? Значит, у меня была история очень простая. Перед всеми этими политическими событиями, перед последним Майданом, значит, у меня какой-то был период, когда я зарегистрировался, значит, в Facebook. Я зарегистрировался, и я действительно хотел, в общем, принимать активную там соцсетевую жизнь. Там я, в общем, туда зашел. И там увидел, в общем, как люди все друг друга там очень ненавидят. И я оттуда вышел. И дальше кто-то подобрал мои, в общем, штуки. Говорят, что меня там много. Ты виртуальный И социопат. твоего имени все Да, пишут. да, социофоб, социопат. Как хотите, меня оскорбляйте. Вот, но, честно говоря, действительно, я немножечко... Не успеваешь просто. Всем бы отдался, но в хорошем смысле. Да, на всех отреагировал, но нет времени. Володь, понимаю. Владимир, Да. ну еще помимо Увы. выхода сегодняшнего фильма «Вісім кращих побачень», вы планируете еще гастроли. Расскажите, в каких городах будете гастролировать? В Израиле, я так понимаю, тоже знаю, В будете. городе Израиль, как вы сказали. Ну, нет, я сказала, и также в Да, Израиле. также в Израиле, да, в Израиле. У нас гастроли в Израиле большие после съемок «Вечернего квартала», после 15 числа. И там все, в общем, все города. Там, Украина, возвращаемся в Да, Украину. Где здесь? возвращаемся из Израиля в Украину. Слушай, была такая история. Значит, возвращаемся мы как-то... из Через 40 лет. Да, из Израиля в Украину. И в Украине у нас первая часть была «Тора» в декабре. И, в общем, все, что мы где мы не доехали, скажем так, я даже не помню всех городов. В общем, поэтому все добиваем сейчас. Будем ждать. Володь, еще очень важный, интересный вопрос. Вот будет премьера «Лиги смеха» на канале «1+1» в эту субботу. Да. Новый сезон начинается. Ты как-то сказал в интервью о том, что если бы не было того, что происходит в нашей стране с нашей страной, и не было бы войны, которую ведет Россия по отношению к Украине, «Лиги смеха» бы не было. Что ты имел в виду? Ну, у нас в какой-то период осталось... Я даже не понимаю, что это такое. В общем, это действительно и Лига смеха, и то количество команд. Осталось явление. Явление, когда-то это был клуб веселых и находчивых. Да, Он сегодня существует на территории России. В Украине этой игры нет. Собственно говоря, в связи с событиями у нас границы и в телевизионном пространстве, насколько вы знаете, произошли. И за бортом осталось порядка, я даже не понимаю, какое количество осталось. Я знаю, что на сегодня приехало около 200 команд приехало к нам на фестиваль. Вы представьте, да, Украины. Это огромнейшее количество просто людей. И не то чтобы мы благодарны там к событиям, что у нас появилась Лига смеха в силу каких-то политических событий. Ни в коем случае это не связано. Я просто говорю, что так вышло. Этим ребятам хочется играть на сцене, этим ребятам хочется показывать свой юмор, который они самостоятельно сочиняют. Это одно из правил и нашей лиги, и то, что отличает нас, я считаю, от других клубов и так далее, что все ребята сами себе творят. Ну вот они так сочинили, они так видят, ну и пусть сражаются за место, как говорится, под нашим солнцем украинским. В общем, и сегодня участвовала в отборе участвовало 170 команд. А отобрали мы там 20-ку самых крутых и еще несколько десятков команд, которые появятся в региональных лигах. И появились у нас лига, и в Тернополе открылась новая лига. То есть есть Киев, Харьков, Тернополь, Днепропетровск. Эти лиги
может, я кого-то не назвал, простите, региональные, они начинают открываться, и ребята участвуют. В общем, мы очень рады. Спасибо, Владимир. Слоган Ну, є, да, сміємося, тому що Не сдаемся. не ще не здаємося. здаємося. Дякуємо, Володимире. Ну, в суботу дивіться Лігу сміху, другий сезон. Ну, а сьогодні 8 кращих побачень. І у нас Сьогодні в большая гостях був прем'єра. художній керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський. Говорили про нову стрічку «8 побачень», яка сьогодні виходить в прокат. Радимо подивитися і вам. Всією родиною йдемо, з дівчатами. Да, Хто там кстати, все? можно с детками спокойно. Зараз відбивочку готуємо рататуй. Володимир Зеленський, Володь, тебе спасибо огромное. Рататуй мультик будет? Почти что, только Я его обожаю. по моему честно.